5 замечательных ребят из Северной Танзании, Гудлак, Принцесса, Касберт, Карен и Кенни, шли домой из школы. 4 барышень делились впечатлениями от прошедшего дня и были очень рады, что единственный мальчишка в их компании не стесняется дружить с девочками. И не мудрено, ведь у этого парня очень доброе и мягкое сердце. Он первым увидел большого лопоухого щенка, который бегал в опасной близости от дороги. Малыш порывался перейти на другую сторону и пару раз чуть не попал под колеса мотоциклов. «Ему надо помочь», — сказал Касберт, и все гурьбой побежали к собаке. Юный любитель животных был кем-то вроде вожака, и девочки к нему явно прислушивались. Ребята начали гладить и обнимать щеночка, а тот отвечал им веселым помахиванием хвоста и щедрыми обнимашками. В конце концов дети решили забрать его к себе домой. Но там их ждало разочарование, ни один из родителей не одобрил появление нового члена семьи. «Зачем он вам нужен? Это что, конфета, сдоба, игрушка? С ним столько возни, да и кормить его надо. Выбросьте его обратно на улицу». Вот и весь разговор. Однако дети отказались бросить питомца. Посовещавшись, они повезли его к парню по имени Исмаэль Мунгая, который содержал мини-приют для уличных животных. Отец и мать этого молодого человека были более лояльны и помогали сыну в его добром деле, оплачивая расходы маленького приюта. 21-летний Исмаэль ставил на ноги брошенных кошек и собак, а потом пристраивал, и иногда даже за границу. На тот момент в вольерах уже жили 6 собак, то есть все места были заняты. Но увидев слезы в глазах детей, парень решил помочь им и все-таки взял маленького Джека, так ребята назвали щенка, под свою опеку. Как же обрадовались юные волонтеры. Они пообещали приходить и проведывать своего друга как можно чаще. Побежали дни, и это были хорошие дни для непоседы Джека. Он подружился со своими ровесниками, Орео и Дейзи. Теперь веселая троица любит бегать по двору и изо всех сил мешать Исмаэлю делать домашние дела. Все собачки, живущие здесь, дорастут до нужного возраста, будут привиты и кастрированы, а после найдут себе добрых хозяев. «Эти дети сделали меня счастливым», — говорит хозяин мини-приюта. «Я увидел в них единомышленников, значит, я не одинок в своих стремлениях». В то время, как их родители не нашли времени проявить участие к беспомощному щенку, ребята не успокоились, пока не устроили его судьбу. «Я понял, что любовь не имеет границ». Парень вспоминает о том, как начинал свою жизнь маленький приют. Его первой собакой была дворняжка по имени Тина, которая родила щенков прямо на улице. Исмаэль взял маму и 4 крошек и положил в коробки у себя дома. Потом он связался через соцсети с целым рядом специалистов, которые помогли ему организовать правильный уход за животными. Таким образом, в первый год 19-летний юноша спас более 30 собак. «Я думаю, у меня вскоре появятся продолжатели», — уверен Исмаэль. И, вполне возможно, что это будет кто-то из этой дружной пятерки. Вот такая чудесная история о доброте, которая живет в далекой и жаркой Танзании. Очень надеемся, что огонь милосердия, горящий в детских сердцах, никогда не угаснет, а разгорится еще сильнее.